Удар по самой крайней точке России. Под угрозой полземного шара. Президент раскрыл военную тайну. Крымчане начали массово помогать Украине. Зеленский готов к соглашению. Федоров покинет страну. Неожиданное предложение для экс-министра. Киев может потерять его навсегда. Такого еще не было. Миллионеры просят государства забрать их деньги, а россияне воскресили Сталина. Угроза лично для Путина. Соловьев начинает борьбу за свободу слова. Об этих и других событиях к вечеру 25 июля. Суббота подходит к концу, и пришло время подвести ее информационные итоги. Самые важные новости этого дня прямо сейчас в эфире «Нехта». Я Дарья Петрова. Начинаем. От электростанций до военных частей и складов. Дроны основательно прошлись по российскому тылу. О мощных взрывах сообщали в Ростове. Да ну нахуй! Прикинь? В Тюмени праздничный салют. ВСУ поздравили жителей с Днем города. Там атакован НПЗ. Тяжелее всего пришлось Белгороду и области. По данным местного издания «Пепел», загорелись ТЭЦ «Луч» и электроподстанция «Южная». А в Энгельсе, Саратовской области, по данным «Астра», горела воинская часть. В Екатеринбурге чуть-чуть не долетело. Дрон упал на парковку рядом со складом Wildberries. Вспыхнули машины. Сотрудники, впрочем, теперь ждут новых прилетов. Сейчас где-то. Как отмечает Институт изучения войны, всего за неделю ВСУ атаковали больше десятка складов по всей России и на оккупированных территориях. Расчет Украины тут двойной. Во-первых, война наконец добирается до жителей Москвы и Питера. Привычный комфорт миллионов людей нарушен. А во-вторых, бьет прицельно по Кремлю. Wildberries завязан на интересы российской элиты, в том числе из окружения Путина. А прикрыть все разом почти невозможно. По данным института, после ударов по подмосковным складам Россия спешно разворачивает дополнительные панцири. Вот только защитить и фронт, и нефтебазы, и склады – задача невыполнимая. Список того, что нужно оборонять в тылу, растет быстрее, чем возможности. Наглядное свидетельство размаха – ночью ограничения на полеты вводили почти в 1,5 десятков аэропортов. От Нижнего Новгорода и Казани до Уфы, Перми и Екатеринбурга. А впереди, похоже, настоящий дроновый прорыв. Дальность вырастет в разы. Если сегодня украинские птички достают европейскую часть России до Урала, то скоро расстояния перестанут быть преградой. Об этом в интервью Лоре Лумер рассказал сам Зеленский. Уже сейчас у нас и россиян есть дроны с дальностью полета более 3000 километров. В этом году у нас будут модели с дальностью 4000, в следующем году от 5 до 10. Такая дальность накроет Россию буквально от края до края. Дрон, запущенный из Украины, сможет достать любую точку, хоть Сибирь, хоть Дальний Восток. То есть у РФ вообще не останется тыла, дотянутся куда угодно. Впрочем, Зеленский дал понять, наращивают все это не ради самой войны, а ради ее скорейшего конца. Если появится шанс остановить бойню перемирием, за него надо хвататься, сказал украинский президент. Если завтра мы сможем остановить войну, заключить перемирие, это лучше, чем воевать 10-20 лет за победу и терять своих людей. Конечно, перемирие лучше. Тем временем в российском тылу шалит подполье. В Самарской области неизвестные разом сожгли 4 локомотива. Ответственность на себя взял Легион «Свобода России», назвав это операцией «Квартет». Герои сопротивления проникли на локации стоянок и сожгли 3 электровоза и 1 тепловоз, уничтожив огнем их управление и электронику. После атак на Новокуйбышевский НПЗ, который встал, режим кинулся спасать хотя бы то, что уцелело. Остатки нефти из выгоревших резервуаров решили вывести по железной дороге в цистернах под охраной Росгвардии. По словам подполья, свои люди на местах подсказали, куда и как придут составы. В итоге сопротивление сорвало переброску 1000 тонн нефти, а техника на $2 миллиона превратилась в металлолом. А вот из Крыма история, достойная анекдота. После того, как на полуострове рухнула система QR-кодов для заправки, в сети тут же принялись торговать фальшивыми кодами, якобы позволяющими залить бензин в обход всех ограничений. Желающих ухватить дефицитное топливо нашлось немало. Вот только вместо заветного бензина их деньги ушли на сбор средств для украинской армии.
а именно на закупку пикапов для дронового подразделения одной из бригад ВСУ. По заявлению самих военных, помочь севастопольцам направить средства в нужном направлении помогла Служба безопасности Украины. Мы понимаем, что Крым хочет как можно скорее вернуться домой, поэтому со своей стороны используем ваши донаты для увеличения смертности россиян на оккупированной территории. Так что часть крымчан, сама того не ведая, помогла дроноводам, от которых по ним же, возможно, и прилетит. Террор продолжается. Россия ночью снова прошлась серией ударов с погибшими по всей стране. Особенно страшное случилось в Сумах. Реактивный дрон ударил прямо по сортировочному терминалу Новой почты, где работали люди. Погибли 3 водителей. Били и по другим городам. В Запорожье под ударами кабов пострадали 10 человек, загорелся торговый центр, повреждено и предприятие, что развозит по городу воду. В Славянске дрон разрушил часть жилой многоэтажки. В Харькове от удара по машине погиб мужчина. Еще 2 ранены в Балаклее. В Херсоне под артобстрелом погиб человек, 5 ранены. В Полтавской области под удар попали сразу 4 АЗС и пожарная часть. Но там, к счастью, обошлось без жертв. А на Киевщине сегодня день траура по погибшим при вчерашнем ударе. Пока в Украине продолжаются протесты с требованием вернуть Федорова на пост министра обороны, за него ухватились за границей. Да не кто-нибудь, а глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто. Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил, когда ты хочешь приехать в Рим и работать со мной в качестве советника? Он назвал Федорова человеком, который полностью переписал правила игры на поле боя. Сначала помог Украине выстоять под российским натиском, а потом и перехватил инициативу за счет новых технологий. Сам Федоров, по словам Крозетто, был предложением тронут. Расценил его как знак уважения и дружбы. Поедет ли он в Рим – большой вопрос. Федоров ясно давал понять, что не согласится ни на какую должность, кроме той, которая поможет выиграть войну – министра обороны Украины. По-настоящему историческая новость. Впервые за всю историю современного украинского флота его подразделение официально вошло в командную систему НАТО, ту, что отвечает за борьбу с минной опасностью на море. Украинские моряки могут теперь не просто действовать по натовским стандартам, но и командовать многонациональными силами вплоть до уровня постоянной противоминной группы Альянса. Проверку, к слову, прошли не на учебном полигоне, а во время совместных украинско-американских маневров «Си-Бриз» и готовились к этому 3 года, прямо посреди войны. Как выразились в самих ВМС, Украина теперь интегрируется в евроатлантическую безопасность на уровне лучших флотов мира. Угроза лично для Путина. Показатели опасности зашкаливают. Железный занавес, который Кремль методично строил для россиян, вот-вот развалится. И все из-за неожиданного союза. Светская львица Виктория Боня объявила, что вместе с командой пропагандиста Владимира Соловьева разрабатывает некий онлайн-сервис для обращений граждан. Ключевым принципом площадки, по словам Бони, станет, вдумайтесь, свобода слова. Это в стране, где за пост или репост дают иногда реальные сроки. У меня все равно есть вопросы к Соловьеву, и как бы это мое личное дело, да, но я хочу, чтобы этот конфликт, который был, хотя бы принес какие-то плоды. Сервис предлагают разместить то ли в Максе, то ли во ВКонтакте. Но, как сама призналась Боня, Макса у нее нет, потому что телефон с иностранным ID. Занавес. Санкции начали бить по странам, помогающим РФ. Впервые под ограничение ЕС попал крупный грузинский завод в Кулеве. Брюссель запретил вести с ним любые дела. С прошлой осени на завод шло сырье из России, а уже готовое топливо спокойно уходило в Европу. Вот эту лазейку в ЕС и захлопнули. Ввели превентивные санкции, которые вступят в силу в январе 27-го, если завод не откажется от российской нефти. Подействовало еще до того, как ограничения заработали. МИД Грузии тут же обратился к Евросоюзу с протестом, а сам завод засуетился и пообещал: уже к осени откажемся от российского сырья, перейдем на туркменское или казахское. В Брюсселе даже пошли навстречу. Мы дадим им немного доверия, но хотим убедиться, что они сдержат обещание. После этого сможем исключить их из списка. А в России, оказывается, есть те, кому нипочем ни санкции, ни горящие НПЗ, ни взрывы на складах. И они продолжают богатеть. Страна умудрилась войти в 5 мировых лидеров по темпам роста числа долларовых миллионеров. По данным швейцарского банка UBS, за последний год их стало больше на 5,2%. Это примерно 22 тысячи новых богачей.
Всего в России теперь около 447 тысяч долларовых миллионеров. А еще, если верить докладу Global Wealth Report, целых 122 миллиардера. Больше только в США, Китае, Индии и Германии. Только на Западе на богатство смотрят немного иначе. Больше сотни британских миллионеров сами обратились к премьер-министру с неожиданной просьбой повысить им налоги. Огромное богатство, простаивающее в руках немногих, можно использовать во благо. Сократить неравенство, вложиться в больницы, школы и социальную сферу, поддержать малый бизнес и создать устойчивые рабочие места. Наше богатство – это секретное оружие нашей страны. Давайте используем его. Вот такой контраст. Самые богатые люди страны сами просят государства забрать у них накопленное на общее благо. Как говорится, почувствуйте разницу. Сталина на них нет. В сети завирусился ролик, где по женщине сразу видно, до чего доходит ностальгия по сильной руке. Побывав на экскурсии по бывшей даче Сталина в оккупированной России и Абхазии, дама увидела в ТикТоке видео, где вождя воскресили нейросетью, и от избытка чувств чуть не расплакалась. Сейчас мне друг показал видео в ТикТоке, где Сталин воскрес. Не могу даже эмоции держать. Какой-то, не знаю, патриотический, что ли, дух. Умилительно. Вот только от воскресшего Сталина реальность выглядела бы как миллионы расстрелянных и репрессированных, депортации целых народов и лагеря ГУЛАГа. При этом соцопросы последних лет показывают, что отношение к Сталину в России все теплее. Для многих он давно уже не палач, а символ сильного государства и победы. Кстати, вопрос на засыпку. Как думаете, кого бы воскресший Сталин отправил к стенке первым? Может, генерала Герасимова за то, что Вторая армия мира 5-й год берет Киев? Или Путина за разворованную страну и почти проигранную войну? Своими вариантами делитесь в комментариях. А вот на Аляске сейчас полный дзен. Никаких новостей и потрясений. Там идет то, что повторяется из года в год – великая миграция лосося. Миллионы рыб возвращаются из океана в родные реки, чтобы оставить потомство. Вот только у водопада Брукс-Фоллс их уже поджидают десятки бурых медведей, часами стоят в ледяной воде и терпеливо караулят. Стоит лососю выпрыгнуть из потока, молниеносный бросок, и рыба уже в лапах. Для мишек это вопрос выживания. За несколько недель нужно нагулять достаточно жира, чтобы пережить долгую зимнюю спячку. И как бы ни штормило в мире, приятно знать. Где-то на Аляске медведи все так же ловят лосося, как и 1000 лет назад. На этом все. Берегите себя. А утром снова увидимся с командой Нехта.